Здравствуйте, дорогие друзья! С вами, как всегда, Артур. И сегодня хотел бы с вами поговорить о таком медоносе, как эспарцет. Сеет его много кто у нас. Растение не является каким-то экзотическим или декоративным. Само растение является как раз кормовым. С него заготавливают люди сено. Я также не стал исключением. И помимо основных медоносов, я заготавливаю параллельно для козочек сено. Козочек у нас немного, всего лишь 2, но нам достаточно. Но в этом году, посмотрев на то, как работает хорошо пчела на эспарцете, я задумался засеять его и под медонос. Что ж, и начну я, наверное, с того, какие есть сорта самые востребованные. Это закавказский, высоколистный и песчаный эспарцет. Что ж, друзья, у меня конкретно растет песчаный эспарцет. Растение неприхотливое, растет у меня уже не первый год, но как медонос используется в этом году первый раз. А так он у нас использовался как кормовое растение для животных. Медопродуктивность растения варьируется от 300 кг до 70 кг с 1 гектара. Все зависит от сорта растения и от региона его произрастания. В моем регионе с песчаного эспарцета можно получить до 100 кг с 1 гектара. При благоприятных условиях этот результат можно повысить до 120 кг с 1 гектара. Также растение является очень хорошим сидератом, и аграрии его чаще всего используют для повышения урожайности и плодородности почвы. Для повышения урожайности его высаживают на целый сезон, потом землю вспахивают и на следующий год уже засевают нужную им культуру. Сеять семена можно как под сеялку, так и вручную. С личного опыта с вами могу поделиться тем, что в прошлом году я его посеял вручную от руки, и могу сказать, что даже сверху не закрывал бараной. В прошлом году были всходы не очень, а в этом году он закрыл весь участок. Так что если у вас нет опыта посева от руки, не переживайте, все у вас получится. Просто рассейте семена хорошо по своему участку. Ну и пару слов о том, какое получается из этого растения сено. Сено получается очень хорошее, животные его кушают с большим удовольствием. Косить сено, как мне объяснили ребята, которые занимаются сеном, нужно на 3-й день его цветения. То есть после того, как эспарцет зацвел, ждем 3 дня и скашиваем. Самым главным моментом при заготовке сена с этого растения это не передержать его, чтобы оно не испортилось. Стебли станут жесткими, и оно не будет пригодным для использования. Ну что, друзья, сена. Вот самосевом у нас появился вот такой вот еще медонос. Синяк обыкновенный. Раньше его у нас в таком количестве не было. А сейчас, как видите, полянка такая образовалась. Ну, мы ее прокультивируем, не будем его трогать. Пусть цветет, несет нам мед. Ну что ж, всем большое спасибо за просмотр. С вами был, как всегда, Артур на канале Артура Пасека. Всем пока-пока.